It is June 2nd, 2023. We are with Noam Ziskin. Yes. He's the interviewee. The interviewer is Anna Agranot, remotely via Zoom. We're in the city of Windsor, Canada. And the interview will be in Russian. Мгм. Okay. Okay, whenever you're ready. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и где вы родились? А ну скажите тихонько. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Наум, фамилия Зискин. Я родился в городе Винница, Украина, в 1933 году, 16 февраля. Мой брат родился... Нет, я родился в Теплике, а мой брат родился в Виннице. Теплик – это Винницкая область, небольшой город или село. А я родился в селе Теплик Винницкой области. Мой брат родился уже в Виннице в 1939 году, 28 апреля. Моя семья – это 4 человека. 11 июля мой папа был призван в армию. Мы эвакуировались на... В каком году его призвали в армию? А? В каком году призвали в армию вашего отца? По-моему, 11 июля. А год? Какой год? 41-й. Война началась 22 июня, а 11 июля мой папа был призван в армию. Мы в это время, мама Зискин Фира Хуновна, или сейчас говорят Наумовна, со мной и с братом удалось уехать из Винницы, наверное, 9 июля. Это был железнодорожный состав с оборудованием из винницких заводов. Станки на нем были, и мы между ними сидели с семьей папиного брата. Он был инвалид по рукам, руки были поломаны у него, и он взял семью своего брата с собой, потому что он был военнообязанный, не военно, из-за травм рук. Он не мог служить в армии. И вот мы ехали на этом составе, железнодорожном карго, железнодорожный состав. По дороге нас немецкие самолеты бомбили, часть людей погибла. Удалось вагон, поврежденный бомбежками, сбросить с рельс, соединить передние вагоны с задними, и мы прятались в арыках, небольших ручьях, полных пиявок. Пиявки высасывали кровь с наших ног. И мы добрались до... Потом уже немецкие самолеты не могли достигнуть нас. Ой, горло болит. И мы ехали до города Георгиевск, рядом с Пятигорском, Орджоникидзевского края, на Северном Кавказе.
Там я пошел в школу во 2 класс. А сколько вы ехали на поезде-то? Пару дней? Ой, мне трудно сказать. Я думаю, долго мы ехали. Долго. Но все выжили ваши родственники, кто были? Но мама, Все, я и все мой брат родственники? выжили, а также семья папиного брата. А вам было что кушать? Нет. Папа отдал свои наручные часы, чтобы поменять на хлеб. Я не помню, как мы выходили из положения с едой. Я совсем не помню это. Мы приехали в этот город. Нас местные жители разместили в каких-то подсобных помещениях. Чердак и так далее. Там я пошел во 2 класс. Мне было тогда 8 лет. С 33 по 41 8 лет. Моему брату было 2 года с чем-то. Он родился 28 апреля 39-го, значит, ему было 2 года с чем-то. Там мама помогала по продаже хлеба по карточкам. И он ей давал крошки хлеба после нарезки. И кусочек хлеба мы получали как паёк, как бешенцы. Мы там жили до августа, по-моему, август или июль 42 года. Город Георгиевск был военным городком, и там было много военных и военной техники. Когда в 42 году немцы подошли к Северному Кавказу, то они начали его тоже бомбить, и он весь горел. Нам удалось домашние вещи, одеяло, полотенца, простыни, наволочки поменять на 3-колесную тележку, на которую мы положили свой скарб и поехали пешком до города Моздок. Город Моздок. И так мы шли где-то 100 километров, пока не сели в вагон, который перевозил зерно подальше от немцев. И этот эшелон двигался в сторону города Баку. Когда мы стали руками, ну как это сказать, в вагоне с зерном, мы находили сухари хлебные. Это вагон был для эвакуации зерна. И мы находили там хлебные сухари. Я не помню, сколько дней мы добирались до города Баку. Люди нам в качестве подаяния давали хлеб, давали виноград, еще что-то. И мы сидели в порту, пока пароход, маленький пароход «Искра», он назывался «Искра». Очень низкая палуба была от воды. И мы на этом пароходе эвакуировались через Каспийское море в город Красноводск. Это уже на другой стороне Каспийского моря. Это уже Туркменистан.
Ой, трудно, у меня горло болит. Может быть, вам воды дать? А? Вы хотите воды попить? Да, сейчас, подождите. Я извиняюсь. Water break. В том, что мы на этом теплоходе переплыли Каспийское море и доплыли до города Красноводск. С Красноводска мы тоже товарными поездами добрались до станции Серово. Серово. Это был город Ферганской области. Ферганская область. И мы там очень тяжело выживали. Мама ногами месила кизяки. Это из соломы и глины кирпичи, которые строили подсобное помещение, кибитки. Надо было 200 ведер воды принести, чтобы заработать на одну буханку хлеба. Это я помню хорошо. В этой станции Серова мы жили на чердаке. Называлась она Балхана. Через некоторое время брат моего папы, третий брат, он был майором интендантской службы. Занимался снабжением армии продуктами и другими вещами. И он получил разрешение нас привезти в город Ташкент. В этом Ташкенте жила его семья. Жена и 2 дочки. Или дочка родилась позже, я уже точно не помню. Было очень тяжело. Когда мы приехали в Ташкент и соединились с семьей третьего папиного брата, мама нашла работу. Они перерабатывали дохлых лошадей на мыло. Она уже получала хлебную карточку и какую-то зарплату. 4-й папин брат, видится, прятался в лесу. Он был самый молодой, Абраша. Но он не выдержал, пришел к украинцам просить убежища. Эти украинцы ночью с топором убили его ударом топором в голову. И так его судьба закончилась. Мы в Георгиевске, я забыл сказать, в Георгиевске получали открытки с фронта. Эти открытки у меня сохранились, их 2 или 3. Мама писала ему почтовые открытки, а он возвращал нам. У меня сохранилось, по-моему, 2 открытки, очень тяжело прочитать. И мы в Ташкенте прожили до 45-го года. В 45-м году мамин родной брат Дмитрий Капцан, он служил во флоте Севастополя.
советское командование обещало прислать корабли, чтобы этих людей вывести из Севастополя, который уже был под немцами. Это не сделали, и мой дядя, мамин родной брат, попал к немцам в плен, раненый в ногу, и он не мог ни ходить, ни плыть. Его немцы поймали, и так как он хорошо говорил по-немецки, он знал немецкий язык, они ему дали работу механиком по ремонту автомобилей, военной техники. И он выжил. В один из ночей он перешел, взял мотоцикл, собрал много немецких документов и на трехколесном мотоцикле пересек линию фронта, и русские его посчитали как предателя и осудили, не помню, на 10 лет тюрьмы, и он сидел в тюрьме на Урале, а мы уже были в Ташкенте. И вот есть такая надзорная организация в прокуратуре, и один надзор, военный юрист, посмотрел моего дяди Димы, маминого брата, дело и пришел к выводу, что его осудили неправильно. При росте 180 сантиметров он после этой тюрьмы весил 60 килограмм. Кости и кожа. Но он приехал к нам в Ташкент. Мама его выходила. И он стал работать в Ташкенте на авиационном заводе. Он рисовал портреты Сталина и рисовал очень хорошо. И он их продавал, и ему давали хлебную карточку. Он с нами выжил, а потом он вернулся в Крым. Крым, город под Симферополем, маленький город, назывался Кокозы. Это глаз орла. Когда кончилась война, он прислал своей сестре, моей маме, вызов и приглашение приехать в Крым на постоянное жительство, потому что в Виннице никого не было. Все наши попытки найти следы папы окончились бесполезным поиском. Все говорили, в списках погибших, раненых и пропавших без вести не числится. Есть предположение, если вы знаете историю, армия генерала Власова, прежде чем сдаться Гитлеру, он расстрелял всех евреев его армии. Это один вариант, а другой просто погиб на фронте. Последняя открытка от папы была в августе 1941 года. Больше мы ничего не получали. Когда мы вернулись
в Крым под опеку маминого брата. Уже это было где-то в августе 45-го года. Мама нашла работу. Мамин брат нашел людей, которые дали нам одну кроватку, где я с мамой спал, а мой брат младший был в Макеевке родственников. Потом мы его забрали через год. Уже было в 46-м году. И так наша семья воссоединилась. От папы мы никакой информации не получили. Всегда отвечали: в списках погибших, раненых и пропавших без вести не числится. В Симферополе я окончил школу, поступил учиться в Харьковский авиационный институт, который окончил в 1956 году, получил звание инженера-конструктора по самолетостроению. Был направлен в Иркутск на авиационный завод. В 1957 году я вернулся в Харьков. Там вышел закон о снятии ответственности за самовольное оставление предприятия, за снятие уголовной ответственности. Так как я вернулся к своей невесте в Харьков, женился, и началась моя взрослая жизнь. Как зовут вашу жену? Как зовут вашу жену? Мою жену звали Мэри Владимировна Ародова. Ародов – это фамилия папы. Мама жены Белла Исаковна Гуз. Гуз. Вот. Тяжело говорить. У меня тут горло уже 4 дня болит, не проходит. Анечка, задавайте вопросы. В каком году вы женились? В 1957 году в январе, 2 января. Вернулся обратно в Иркутск, а в 1956 году опять приехал в Харьков насовсем и не вернулся в Иркутск. Слушаю вас дальше. Расскажите про ваших детей. Расскажите про ваших детей. У меня 2 детей. Сын родился в 1958 году. Зовут его Саша. Алекс Зискин. Александр Наумович Зискин. Сейчас он живет в Детройте. 45 минут ехать ко мне, в Канаду. Дочка Маргарита, по мужу Резникова, живет в Виндзоре, 8,5 километров от меня. Она меня часто навещает и берет опеку надо мной, готовит, покупает мне продукты, и мы встречаемся. Когда Саша может, он приезжает с Детройта, берет меня, и я еду вместе с ним к своей дочке, и там сын, жена сына, я, моя дочка, у нее муж умер от рака в 16 году. В возрасте
почти 50 лет, я не помню уже точно. В 1956 году, в июле месяце, он умер от рака легких. У вас, мама? Мама А? где? Где ваша мама жила? Мама с братом осталась жить в Симферополе. В 1974 году она умерла от заражения крови после операции. Сделали плохую операцию, нарыв на животе был. Из-за небрежности хирурга у нее возникло заражение крови, и она умерла в 1974 году. У вас есть внуки, правнуки? Да, у меня есть внук Димочка. Он родился в 98 году. Ему недавно исполнилось 25 лет. И внучка Юля, ей 12 июля будет 34 года. А что вас подтолкнуло моему переехать? сыну исполнилось 65 лет. Мой сын 13 марта, а дочка родилась через один день после меня. Я 16 февраля, она 17 февраля. Теперь у нее мужа нет, есть приятель. Она воспитывает 2 детей. Мой внук работает менеджером в банке. Моя внучка работает по финансовой линии в Синклер-колледже в городе Виндзор. А в каком году вы переехали в Канаду? В 94 феврале. А что вас подтолкнуло переехать в Канаду? Только одно. Жена моего сына, она русско-польская. Она ему заявила, что у нее есть другой человек, и дети, 2 девочки, не от него, а от 2 других мужчин, но все-таки на алименты она подала. Я вам не сказал, что в 1981 году я был командирован в Камбоджу, Кампучия, и я пробыл там почти 1,5 года. Брат моей жены живет здесь, в Виндзоре, с женой и 2 сыновьями. И он сделал приглашение моему сыну, чтобы он приехал в Канаду. Остаться он не мог, потому что он думал, что политорганы нас заклюют. И он вернулся в Харьков. На те деньги, которые я за 1,5 года заработал в Камбодже, мой сын смог рассчитаться со своей женой, чтобы она ему дала разрешение эмигрировать в капиталистическую страну. Он вернулся обратно с электроникой, продал ее тут, и было достаточно денег, чтобы выплатить алименты до совершеннолетия девочек, которые были не от моего сына.
Вот вся история. А вы когда-то после окончания войны ощущали антисемитизм на работе? На работе. Но, вы знаете, меня признавали самым лучшим инженером в этой организации по ремонту электростанций паровых и атомных. Я должен был получить орден Ленина или орден Трудового Красного Знамени за свою многолетнюю работу. Я проработал в организации 32 года. Но ее отдали русскому партийному парню. Ну так особого я не ощущал. Мне дали разрешение мигрировать в Канаду. Перед этим мой сын Алекс вместе с моей дочкой, ее мужем и ребенком Юлечкой приехали по приглашению брата моей жены в город Виндзор, в Канаду. Через 2 с четвертью года уже мой сын нашел работу, в Канаде работал, и он мог пригласить по уровню дохода, он мог пригласить маму, папу, и мы приехали в 94 году в Виндзор, стали тут жить. Я тоже через 1 год с четвертью нашел работу, работал тут, и началась у меня канадская жизнь. Я на работе этой проработал 4 года. Меня сбила машина, ambulance, сбила меня. Второй инфаркт у меня был. И я уже работать не смог. Теперь у меня была операция на открытом сердце в 99 году. И я уже на работу не вернулся. Но, слава богу, после этой операции меня поддерживает жизнь, поддерживает Канада и материально, и заботится о моем здоровье. И я всем доволен. Я люблю жизнь, я позитивно настроен. Мне сказали польские приятели, что you are very positive man. Так что сейчас у меня есть сын, дочка, внук, внучка и правнучка, которая скоро, 21 июля, будет 2 года. Зовут ее Софиечка. То есть я дожил до 4-го поколения. Я, мой сын и дочь, это 2-е, мой внук и внучка, это 3-е, и моя правнучка Софиечка, ей скоро будет 2 года, это 4-е поколение. А что бы вы хотели пожелать будущему поколению? Я хотел бы будущим поколениям пожелать, чтобы они воспринимали жизнь такой, как она есть. Жизнь не может изменить нас, и мы не можем изменить жизнь и окружающий мир. Моя Украина сейчас в огне, много людей погибло. Украина моя родная страна.
Мой брат родной живет в Воронеже. Ему тоже 82 года. У него русская жена. Они вместе прожили, пока прожили 82 года. То есть не 82, 62 года. Очень хорошая женщина. Они прожили в любви и согласии 60 лет, 62 года. У него тоже 2 детей было. Дочка погибла в автомобильной катастрофе вместе с мужем в возрасте 25 лет. Есть еще сын. От него есть 2 дочки. Одна живет в Техасе, а другая живет в Воронеже. Я желаю всем будущим поколениям счастливой и радостной жизни, воспринимать жизнь, какова она есть. И, знаете, есть такая компания LG, LG, Life is Good. Они выпускают электронику. Я бы эту компанию предложил переименовать. Не LG, а LB. Life is not good. Life is beautiful. Вот это что я помню. Я мог бы еще говорить много, но, наверное, достаточно. Спасибо вам большое, Наум. Спасибо большое. Вам тоже. Анечка, я желаю вам счастливой жизни, успехов во всем и всего доброго в ваших добрых делах. Спасибо, Наум. Спасибо. Очень-очень спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо. Goodbye. Have a good life. My very best wishes to you. Адам Алдан.